Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. В этом видео я сделаю маленький видеообзор плиткореза электро, который у меня есть уже года 4. У него очень большой стаж работы. И что же, как он работает, я расскажу в этом видео. Плиткорез называется PanSam. Вот такая коробочка была. Все был упакован. Написано все на польском языке. Ни одного русского слова нет. Есть, конечно, картинки, каким пользоваться. Внутри есть инструкция. Тоже очень интересная. Черно-белая, на польском языке. В принципе, здесь догадаться можно, несложно, как им пользоваться, этим электроплиткорезом. Станина у меня немного поржавела, потому что он уже много эксплуатировался, постоянно трется кафель об нее. И, возможно, покрытие оцинкованное уже стерлось, начало ржаветь. Здесь на плиткорезе есть две кнопки. Зеленое включение, черное выключение. Они сверху покрыты специальным прорезиненным силиконовым кожухом, поэтому вода сюда не упадет. Если нажмете мокрыми руками, вас током не ударит. Есть две линеечки, нанесенные на рабочей поверхности. Ну, в принципе, я ими не пользуюсь. И мотор. Мощность мотора, согласно инструкции, 800 Вт. Но, в принципе, этого полностью хватает для того, чтобы работала качественно эта машинка. Есть ножки пластмассовые для установки на какую-то поверхность. И также отверстие с одной стороны и с другой стороны. Отверстие для того, чтобы закрепить ее на основании. Диск, который был родной, диаметром 180 мм, был очень плохой. Его хватило буквально на один ремонт в ванной. Я купил второй диск, уже посерьезнее, фирмы ДВТ. Ну, пока все работает, уже около полугода, 3 ремонта ванных уже он пережил. Здесь идет защитный экран, для того, чтобы мелкие стеклышки, глазурь не летела в глаза и по рукам. Есть, здесь была рамочка родная, которой можно прикладывать, прикручивать сюда и регулировать размер отрезаемого кафеля. Но она по опыту работы мне не пригодилась, потому что она очень имеет большую погрешность. И мне, в принципе, хватает обычной рулетки для того, чтобы вымерить правильно кафель. Теперь немножко я его модернизировал. Посмотрел в интернете, много людей пишут, что необходимо перед его эксплуатацией этого электроплиткореза и других немножечко сделать усовершенствование. Здесь есть такая защитная штучка, экранчик, чтобы не летела вода никуда. И здесь был маленький вырез. Я вырез увеличил и сделал полностью открывным, для того, чтобы вся стружка или с глазури песок высыпался в воду непосредственно. Вот видно после работы, сколько здесь на дне собралось песка мелкого. В принципе, больше я ничего здесь не делал. Значит, здесь есть две метки. Максимальный уровень, минимальный уровень. Это все туфта. Максимальный уровень, если наливаешь, начинает бросать по всей ванной воду, и она выливается за несколько секунд. И когда доходит уже до минимального уровня, начинается нормально резко. Я покажу, как это делается. Здесь есть внизу фиксаторы рабочей станины, для того, чтобы регулировать уровень поворота. Вот здесь есть градусы даже прочерчены. И это в большей степени нужно для подрезки кафеля на ус, когда нужно сделать угловой срез.
В принципе, вещь хорошая, если необходимо срезать какую-нибудь тоненькую полоску, которую невозможно отрезать обычным плиткорезом механическим. И он хорошо обрезает, и в принципе редко ломается узенькая полосочка. По срезу, вот здесь видно, что небольшой скольчик идет. Но тоже в зависимости от плитки. Если плитка будет напольная, она более каленая. И по личному опыту постоянно здесь большие кусочки отлетают. Если же плитка настенная, она мягче, не так обожженная, и поэтому минимальные сколы. Но потом, после того, как она отрезана, я еще беру камень абразивный и обрабатываю окончательно эту кромку, чтобы не было видно очень сколов. Ну теперь, как же он работает? Значит, наливаем воду сюда. Здесь она уже грязненькая, но в принципе нужно менять почаще ее. Ставим вниз. Можно использовать столик, у меня стул в этом случае. Теперь необходимо сделать нам косой срез на ус, на кафеле. Вот здесь идет такой уголочек на коробе для труб. И не хотелось сюда ложить пластиковый уголок, поэтому пришлось делать подрез на ус. Вот уже готовый подрез сделан. Теперь осталось сюда сверху положить еще одну кафельную плитку. Но тоже необходимо сделать такой же самый подрез, чтобы они плотно стыковались. Возьмем плитку и попробуем что-нибудь сделать. Для начала сделаем прямой срез. Можно было, конечно, и плиткорезом механическим сделать, но для того, чтобы показать работу, сделаем его на электроплиткорезе. Толщина плитки 8 мм. Включаем и начнем. Почти не видно сколов. В конце нужно замедлять скорость для того, чтобы не отломало краешек отрезаемой части. И в принципе вот такой приемлемый срез получается. Пыли нет, потому что вся пыль проседает в ванночке с водой. Поэтому помещение более-менее беспыльно. В принципе, в большей степени эта ванночка и предназначена для того, чтобы собирать пыль. И, конечно, немножечко смачивать диск, чтобы он дольше прослужил. И меньше на нем собиралось абразива. Попробуем еще отрезать тоненькую полоску на кафеле. Вот я нарисовал линию. И попробуем отрезать. Обычным плиткорезом может не получиться, но этим должно. Отрезана по полосе как раз часть кафеля. В принципе, может пригодиться и это. Они не лопаются ни одна, ни вторая. Это очень удобно и быстро. Теперь будем делать срез на ус уже, как я говорил. Опускаем площадку рабочую. Фиксируем сбоку болтиком. Примерно я знаю, что здесь 45 градусов. Определяемся с местом, где это будет срезаться. Вот здесь прямая поверхность. И начнем пилить. Такой получился спил. В принципе, мне этого достаточно, но если вам нужно сточить больше, здесь буквально не остается миллиметр, если вам хочется сделать, чтобы там было впритык к глазури, то необходимо пройти еще раз. С первого раза нельзя сразу брать большой участок, потому что могут быть сколы и повредится глазурь, которая потеряет внешний вид и придется все переделывать. Пыли нет в помещении, в глаза ничего не летит. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео, краткий видеообзор
об электроплиткорезе Pansam. Это польская фирма. В принципе, он зарекомендовал себя хорошо, стоит недорого. Около 700 гривен, я брал его еще по старому курсу. Это примерно около 90 долларов. Он себя уже оправдал и, в принципе, испытание прошел. Если вам понравилось, ставьте свои лайки, пишите свои замечания и комментарии. Будьте на нашем канале, подписывайтесь, будьте с нами. Всем пока!